Всем привет! Сегодня я вам покажу, как в один клик синхронизировать видео с ваших разных камер, смартфонов, GoPro, аудиорекордеров и вообще любого устройства, к которому можно подключить микрофон. И мы сделаем это профессионально. И, как я уже сказал, всего лишь в одно касание. И для этого мы будем использовать, опять же, профессиональный инструмент, который называется тайм-код. И совершенно не важно, что у вас простая камера без тайм-кода или вообще вы снимаете на смартфон. Если вы используете устройство от Tentacle, то они уже обо всем позаботились. Давайте рассмотрим вот такой сценарий. Сегодня мне нужно снять передачу, где у меня будут 3 ведущих, при этом они будут хаотично перемещаться, и мы будем снимать на улице и будем снимать, например, в бизнес-центре. И там наши цифровые радиосистемы будут работать плохо. Поэтому нам просто обязательно нужно будет записывать звук с каждого ведущего отдельно. И какое оборудование мы для этого будем использовать? Первое. Камера Canon C70, на которой я снимаю сейчас вот это видео, и у которой есть тайм-код. Также у меня есть камера Canon R5C, у которой тоже есть тайм-код, но мы не будем его использовать. Считаем, что у нас обычная беззеркалка, обычный недорогой фотоаппарат, где тайм-кода нет. И также для съемки у нас будет задействован iPhone. iPhone я, к примеру, дам своему товарищу, и он будет снимать нам бэкстейджик, и некоторые кадры с iPhone также попадут в выпуск. С камерами разобрались. Теперь давайте определимся, на что же мы будем записывать звук. У нас есть один 32-битный рекордер Tentacle Track E. И также у нас есть 2 системы Deity BP TRX, но каждая из них будет работать в режиме обычного диктофона. И вот как раз таки все эти 6 устройств, 2 камеры, iPhone и 3 аудиорекордера перед съемкой нам нужно синхронизировать с помощью тайм-кода. Что же такое тайм-код? Простыми словами, это точные часы внутри вашей камеры или аудиорекордера. Но дело в том, что часы и так есть в любом устройстве, потому что у вас здесь сохраняется дата и время. Но особенность тайм-кода состоит в том, что когда вы нажимаете на кнопку записи, то в ваш видеофайл или аудиофайл добавляется временная метка, своего рода метаданные, информация о точном времени создания этого файла. И если часы на всех ваших устройствах синхронизированы между собой, то когда вы закидываете все эти файлы в монтажную программу, монтажка точно знает, в какой момент времени был создан каждый клип, каждый аудиофайл. И в один клик выполняется синхронизация. На каких устройствах есть тайм-код? Функция тайм-кода уже многие десятилетия является стандартом для всех профессиональных видеокамер, кинокамер, аудиорекордеров и тем более в устройствах бродкастинга, то есть вещания. Во всех этих устройствах есть тайм-код. И вообще, по большому счету, вот именно наличие или отсутствие тайм-кода и определяет, является ли ваша кинокамера или видеокамера любительской или профессиональной. Теперь поговорим о разъемах. Разъемы для синхронизации тайм-кода бывают разные. В большинстве случаев это BNC-коннектор, иногда это LEMO, как, например, на кинокамерах RED, иногда используются DIN-коннекторы. Может использоваться XLR, причем как полноразмерный XLR, так и мини-XLR. Может использоваться мини-джек или большой джек. Но некоторые современные гибридные камеры, например, камеры Sony, могут принимать тайм-код и по USB кабелю. Pluralize – это моя излюбленная тема. Постоянно о ней читаю в комментариях. Что это такое? Это самая известная программа среди тех, которые синхронизируют видео с камер, но не основываясь на тайм-коде, а основываясь на звуке, который могли записать ваши микрофоны, а могли и не записать. И многие любители используют эту программу в том числе и для сведения многокамерки, например, со свадеб или концертов.
И вот как раз таки в условиях концерта эта программа сработает отлично. Потому что в микрофон вашей камеры в любой момент времени будет попадать одинаково мощный звук. И, соответственно, программе по этому звуку будет очень легко синхронизировать ваши камеры. Но, если вы снимаете мероприятие, где нет постоянного мощного звукового сопровождения, то вот тут начинается полный хаос. Но вот что вы будете делать, когда вы снимаете интервью на шумной улице? И вам на одну из камер нужно снять общий план. Вы отходите на 10 метров от человека, и ваш накамерный микрофон уже не услышит звук голоса. Синхронизации уже не произойдет. А бывает, что и отходить далеко не надо. Опять же, снимаете на улице, ветер и шум ветра задувает микрофон на вашей камере. И будете вы сидеть и синхронизировать это вручную. А есть еще одна боль, которую вот 100% поймут свадебщики. На многокамерной съемке свадеб обычно используют такой сценарий. Несколько камер снимают непрерывно общие планы с одного места. То есть стоят операторы со штативами, где-то камера на кране, и просто вот снимают общак, чтобы все было видно, что происходит. А несколько других операторов, или может один оператор, они перемещаются по залу и снимают крупники, снимают крупные планы. И вот как раз таки с этими 5-10 секундными крупниками в Pluralize одни проблемы. Из-за того, что в разных частях зала звук бывает слышен хуже, из-за того, что рядом кто-то говорит, кто-то кричит, официанты гремят посудой, то вот эти вот короткие файлы у вас не синхронизируются. И Pluralize просто их вываливает в конце одной кучей, которую вам потом нужно разгребать вручную. Ну и, конечно же, такие программы тратят очень много времени на анализ ваших файлов и синхронизацию. И если у вас, к примеру, 5 камер и мероприятие длилось под 5 часов, то и синхронизироваться это все будет достаточно долго. И, кстати, аналогичные принципы синхронизации используются и в современных монтажных программах, но работают они хуже и они, скажем так, менее интуитивные. Так что в моем понимании Pluralize это вот на один раз, просто чтобы спасти проект. То есть ты снял многокамерку без тайм-кода, понял, что был неправ, кое-как слепил проект с Pluralize, и дальше ты должен подумать, а как же тебе все-таки начать снимать многокамерку профессионально? Ну и знаете еще, что самое интересное? Почему у нас так любят Pluralize? Потому что его качают бесплатно, с торрентов. А вот лицензия на пакет Red Giant, составной частью которого Pluralize является, стоит 700 евро в год. И платить нужно каждый год. И за эти деньги, за 700 евро, с помощью устройства Tentacle вы добавите тайм-код на 4 камеры, на которых его нет. И также сможете в одно нажатие синхронизировать все устройства с тайм-кодом, где он уже есть. И еще один плюс, вы без проблем сможете масштабировать свою съемочную команду. Неважно, сегодня у вас снимают 3 камеры, завтра снимают 10 или 12. На монтаже вы не будете страдать и не будете тратить больше времени на синхронизацию. Все это будет синхронизироваться опять же в один клик. Так что, ребят, прекращайте пользоваться костылями и начинайте работать профессионально. А почему бы не использовать радиосистему с флешкой или собственной памятью? Вот еще такие вопросы задают иногда, когда про тайм-код рассказываю. Это отличный вариант. У вас всегда будет качественный звук по воздуху, радиосистемы цифровые, звук отличный. А если что-то вдруг пойдет не так, то всегда можно взять звук с флешечки. И у вас получается и на камере есть чистый звук, и бэкапчик есть. Но все это работает в идеальных условиях. Давайте я расскажу вам о своем личном опыте. Тентаклами я обзавелся перед выставкой IBC, репортажи с которой вы можете посмотреть на канале, это буквально вот предыдущие видео. И правда заключается в том, что на подобных мероприятиях цифровые радиосистемы не работают вообще. Там такое количество Wi-Fi и всевозможных устройств, все из которых работают в диапазоне 2,4 ГГц, что даже в 2 метрах в прямой видимости
звук постоянно прерывается. То есть звука по воздуху у вас нету. Единственный звук, который у вас есть, это тот, который записала ваша радиосистема на флешечку или в свою собственную память. Но прикол же в том, что на монтаже вам этот звук все равно придется синхронизировать. И как мы уже поняли, это будет большой проблемой, особенно если вы не пишете одной непрерывной колбасой на одном моторе, а снимаете разными планами, разными дублями. И, кстати, именно поэтому в Rode Wireless Pro, который пишут бэкап в собственную память, также добавили тайм-код, которого нет в обычной версии. Что еще раз подчеркивает, что тайм-код всегда есть там, где работают профессионалы. Ребят, небольшое напоминание. Если вы живете в Европе, в странах Евросоюза, то можете покупать видеооборудование у меня лично. Где посмотреть все, что есть в продаже? В моей телеграм-группе. Ссылочка будет в описании. Так что заходите, смотрите, присоединяйтесь. Всех буду рад видеть. И там будет все больше и больше оборудования появляться. Так что не пропустите свой гаджет мечты. Переходим непосредственно к оборудованию. У Tentacle, что переводится как щупальца, есть два устройства. Это генератор и приемник тайм-кода Sync-E и 32-битный аудиорекордер Track-E. И должен вам сказать, что это самые качественные устройства, которыми я пользовался за последние несколько лет. Причем они качественные как аппаратно, так и программно. Во-первых, они разработаны и производятся в Германии, что уже настраивает на правильный лад. Во-вторых, мобильное приложение – это образец того, как вообще должны работать мобильные приложения. Максимально быстро и просто. Когда я говорю максимально быстро, вы видите свой тайм-код, когда у вас еще приложение даже не открылось на весь экран. То есть оно моментально синхронизируется с вашими устройствами. Вам не нужно ждать. Я такого вообще никогда не видел. Давайте начнем с аудиорекордера. Весит он 58 граммов. И внутри у нас находится microSD карточка на 16 гигабайт. Она идет в комплекте. На нее этот рекордер может записать 23 часа в максимальном качестве, в 32 бита. И может записать 30 часов, если вы пишете звук в 24 бита. Звук можно мониторить в наушниках, но это не имеет смысла, так как запись производится в 32 бита с плавающей запятой. То есть это означает, что вам вообще не нужно настраивать уровень громкости. 32 бита это как вот есть RAW для фото или для видео. Вот точно так же 32 бита это RAW для звука. Такая битность позволяет захватывать весь динамический диапазон звуков от самых тихих до самых громких. То есть, по сути, вы ограничены только динамическим диапазоном вашего микрофона. Поэтому, если вы посмотрите, на 32-битных рекордерах вообще нет регулировки уровня звука. Вам не нужно ничего регулировать. Он записывает у вас все. И звук ракеты, и звук бегущего муравья. И на Track-E здесь точно так же есть только кнопка включения, и она же отвечает за старт и остановку записи. Еще раз, забудьте о перегрузе или тихом звуке. Просто на монтаже вы выставляете тот уровень громкости, который вам нужен. Что касается динамического диапазона самого устройства, аудиотракта, то он составляет 110 дБ. И предусилитель здесь очень хороший, никакого белого шума не слышно. И в комплекте здесь идет действительно хороший микрофон, но также у меня есть Rode Lavalier 2, и я использую его. Напряжение на микрофонном входе здесь 5 вольт, так что будут работать практически любые сторонние микрофоны. И также в комплекте есть поясной крепеж, но я его не использую, потому что рекордер маленький и не оттягивает мой карман.
И что также хорошо, в выключенном виде рекордер определяется как картридер. Просто подключаете по Type-C и моментально копируете. Можно писать звук и в 24 бита, но опять же, на мой взгляд, это не имеет никакого смысла, так как сейчас все монтажки поддерживают 32-битный звук, да и куча приложений есть, которые конвертируют 32-битный звук в 24 бита или в 16 бит. Так что всегда пишите в 32 бита с плавающей запятой. И в рекордере, разумеется, этом есть тайм-код. И синхронизация осуществляется через Bluetooth в мобильном приложении. При желании, конечно, можно синхронизироваться и кабелем через USB, но опять же это не имеет никакого смысла, так как именно весь кайф от использования Tentacle заключается именно в мобильном приложении. От одного заряда батареи устройство работает 10 часов. А заряжается при этом за 2 часа. И всяким брюзжащим товарищам, которые говорят, что профессиональное устройство не может быть без съемных аккумуляторов, вам придется его выбросить через несколько лет, я вас разочарую, ребят. Если через 5 лет вы захотите заменить аккумулятор, никаких проблем. Вот стоит он копейки, около $17. Вы просто покупаете аккумулятор и меняете его самостоятельно. В комплекте даже отверточка идет. Так что, как видите, немцы предусмотрели все. Переходим к генератору и приемнику тайм-кода Tentacle Sync E второго поколения. Если ваша камера или аудиоустройство поддерживает тайм-код, то вы можете подсоединить Sync E и синхронизироваться. Тут все просто. После синхронизации можно Sync E отсоединить. Второй вариант. Если ваша камера тайм-код не поддерживает, то Sync E должен быть постоянно подключен к вашей камере или к вашему смартфону через микрофонный разъем. Что он будет делать? В аудиодорожку он будет записывать тайм-код. И звучит этот тайм-код вот так. Но при этом Sync E имеет стереоразъем. Это значит, что в левый основной канал он будет писать звук тайм-кода, а в правый канал он будет писать звук со встроенного микрофона. Да, вот у него в корпусе еще встроен микрофон. И в продакшене звук со встроенных микрофонов называется Scratch Audio. Но микрофон здесь реально очень качественный, гораздо лучше, чем встроен во многие камеры. Если вы по каким-то причинам захотите использовать этот звук, то в монтажной программе вам всего лишь нужно будет отключить левый канал, в котором у нас записан тайм-код, и в 2 канала пустить звук с правого канала. Разумеется, если у вас есть необходимая коммутация, и вы понимаете, что вы делаете, то вы можете загнать в правый канал камеры звук вообще с любого другого микрофона. Но чтобы новичкам было проще, в Tentacle Sync E и установили этот микрофон. В комплекте также идет много велкро на скотче, и вы можете сделать крепление на всех ваших камерах, на всех ваших клетках, то есть просто и удобно. Таким образом, мы получаем тайм-код абсолютно на любых камерах. Главное, чтобы в них был разъем для подключения микрофона. Также Tentacle рекомендует держать Sync E подсоединенным даже к тем камерам, где свой тайм-код есть и так. То есть работать с постоянным приемом внешнего тайм-кода. Дело в том, что у Tentacle очень точные генераторы и система синхронизации, позволяющая не допускать отклонения более 1 кадра в сутки, в 24 часа. Но если у вас хорошая камера, то можно работать и без постоянной синхронизации. Вот я проверял на C70, к концу 8-часовой съемки разбег был всего около 2 кадров. При том, что снимаю я в 60 кадров в секунду, да, то есть если, опять же, перевести на 30 кадров в секунду, то разбег был в 1 кадр. Но я думаю, что этот разбег появился не по вине камеры, а по вине аудиорекордеров. В любом случае, это такие мелочи, которые правятся за несколько секунд, и о них даже не стоит говорить. От одного заряда аккумулятора Sync E работает 35 часов и заряжается за 1,5 часа. И точно так же вы можете самостоятельно купить и поменять аккумулятор. Но теперь давайте я покажу, как это все работает на примере моих камер и аудиорекордеров. Первым делом, что нужно сделать, это выставить одинаковую частоту кадров на ваших камерах и на вашем айфоне или на ваших айфонах. Давайте первым делом синхронизируем аудиорекордеры.
Подключаем два Sync-E к двум Date BP TRX через микрофонные разъемы. Выставляем нужную частоту кадра на всех устройствах. Это делается один раз. То есть, если вы всегда снимаете в 30 или 60 кадров в секунду, вы ее выставили один раз, больше вам ее трогать не нужно. Если вы снимаете в 50 кадров в секунду, то выставляете тайм-код на 25. Если вы снимаете 60 кадров в секунду, то выставляете тайм-код на 30. Теперь в мобильном приложении мы выбираем любой из синков и нажимаем «Синхронизировать». И как видите, на всех наших устройствах тайм-код стал одинаковый. Быстро и просто. И тут давайте я добавлю немножечко технической информации. На самом деле, в зависимости от того, как вы включите Sync-E, он может сразу включиться и как приемник, и как генератор тайм-кода. Вот тут индикатор может быть либо красным, либо зеленым. И на самом деле это актуально, если вы подключаетесь по проводам. Но как вы видели, в мобильном приложении вы также можете выбирать, на какие именно устройства засылать тайм-код. Но в нашем случае такая вариативность нам вообще не нужна, поэтому я всегда нажимаю «Синхронизировать все». И даже не смотрю, в каком режиме включен Sync-E. Возвращаемся к нашему сетапу. Получается, сейчас у нас есть два генератора тайм-кода, которые уже синхронизированы между собой. И мы можем их подключать дальше куда угодно. В настройках тайм-кода BP TRX мы синхронизируем тайм-код от Sync-E. По сути, мы могли по очереди это сделать и с одним Sync-E. Но я хочу, чтобы было нагляднее. В итоге сейчас мы имеем три синхронизированных аудиорекордера. Давайте переходить к камерам. Подключаемся к Canon C70. В настройках камеры стоит прием тайм-кода, поэтому камера моментально автоматически захватывает тайм-код, как только вы подключились проводом. Все, можно отсоединять Sync-E. Конечно, можно его оставить для большей точности, но, как я уже сказал, я этого не делаю, так как дрифт минимальный. Ну и теперь самое интересное. Берем Canon R5C. У нее есть DIN-коннектор для приема тайм-кода, но мы не будем его использовать. Считаем, что у нас простая, недорогая камера без тайм-кода. И все, что нам нужно, это воткнуть провод в микрофонный разъем. Готово. Все, вы все сделали. Теперь в левом канале у нас будет звук тайм-кода, а в правом канале звук с вот этого микрофона. И точно так же мы превращаем iPhone в профессиональную камеру. И обратите внимание, что с внешних устройств iPhone пишет звук только в моно. И это значит, что на аудиодорожке с iPhone там будет только звук тайм-кода. Если вы не хотите запариваться с этими переходниками, к тому же это не очень эстетично, также вы можете сразу купить вот такой вот кабель и все. Ссылка на этот кабель будет в описании. Как видите, все предельно просто. Получить тайм-код на камерах, где у нас тайм-кода нет вообще, мы даже быстрее это делаем, чем синхронизировать его на камерах, где у нас есть тайм-код. Итак, ребят, видео у нас получилось достаточно длинное, но вот если отбросить всю образовательную часть, то для того, чтобы подготовиться к съемке, вам просто нужно включить все ваши устройства и нажать в мобильном приложении одну кнопку «Синхронизировать». И при этом, если вы хотите максимально сократить время подготовки к съемке, то вы можете купить столько Sync-E, столько вот этих вот генераторов тайм-кода, сколько у вас есть камер и аудиоустройств каких-нибудь, аудиорекордеров, и просто на постоянку их закрепить. И тогда вам вообще не придется ничего отключать, переключать. Просто включили, нажали кнопку синхронизацию и полетели. И, собственно, именно поэтому Tentacle и выбрали такое название, как щупальца. То есть вы можете расширять сеть своих устройств и моментально их синхронизировать. Сегодня у вас используется дополнительная камера на проекте. Окей, подключили прибор, все. Никаких проблем. А для мобильных съемок, когда вы снимаете на несколько смартфонов, это вообще незаменимая вещь. То есть вы берете один рекордер, трек и вешаете его на человека. Или если у вас там два ведущих, два этих рекордера. Все, они пишут 10 часов. А к вашим айфонам вы подключаете вот эти вот блочки, Sync-E. И можете снимать с любых точек, с любых расстояний, в любое время, включать ваши айфоны, выключать. И при этом вы не паритесь с этими радиосистемами. Есть у вас звук, нет звука, пропадает что-то. Нет, у вас всегда есть качественный звук 32-битный. То есть ваш ведущий может говорить шепотом, может орать, кричать, бегать. У вас всегда качественный звук без перегруза. Теперь по поводу синхронизации. Tentacle предоставляет программу,
Tentacle Sync Studio, в которой вы можете очень легко, наглядно и просто, удобно все это синхронизировать. И далее оттуда вы можете экспортировать проект в свою монтажную программу. Я эту прогу не использую, а делаю синхронизацию прямо в Final Cut. И также владельцам айфонов советую для съемки использовать программы типа ProMovie. В таких программах вы можете полностью управлять настройками камеры. Точно вы можете быть уверенным, что у вас идет сигнал с тайм-кода. Ну и также выбирать, например, 25 или 50 кадров в секунду, если для вас это актуально. Ну а также в описании вы найдете рекомендованный мной список оборудования для мобильной съемки. Теперь давайте поговорим о минусах. Какие минусы есть у всего вот этого сетапа? Минус — это то, что меховушка, которая идет в комплекте, она не очень хорошо держится на микрофоне. Так что серьезно, ребят, штука максимально стоящая. Вот работает просто и надежно. И думаю, в будущем я докуплю еще пару рекордеров Track E на всякий случай, потому что 32-битный звук действительно решает. А с учетом того, что все камеры у меня и так профессиональные и имеют тайм-код, то двух вот этих вот генераторов Sync E мне и так хватит. Ну а сколько вам нужно таких устройств, считайте уже самостоятельно. Все полезные ссылки, как всегда, в описании. Заглядывайте, смотрите. Но я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.